Марина, доброе утро. Доброе. Дорогие путешественники во времени и исследователи неизведанного, добро пожаловать на сеанс исследования, где в качестве инструмента мы используем регрессивный гипноз. Сегодня мы вместе приоткроем некоторые забытые тайны истории. Если вы чувствуете, что ваша энергия нуждается в глубокой перезагрузке, знайте, что мы можем предложить вам персонализированные услуги по энергетической и эзотерической чистке, как посредством онлайн-сеансов, так и посредством фотографий. Сегодня Марина, как всегда, войдет в состояние глубокого гипноза, не зная предмета исследования. Я решу, куда мы пойдем, и она узнает все в режиме реального времени. Итак, расслабьтесь и приготовьтесь к трансцендентному путешествию. Желаем вам захватывающего просмотра. Марина, прими самое удобное положение для твоего тела и расслабляйся. А теперь, Марина, на счете 3 ты подключишься ко всей информации, которая связана с праздником 31 октября, Хэллоуин. Один, два, три. Какое первое ощущение, образ или символ приходит в связи с датой 31 октября? Что-то я пока ни к чему не подключилась. Очень хорошо. А первое, что было, это что, ну, типа слово Хэллоуин М, неправильное. Я пока ни к чему не подключилась. Хорошо. Ты мне скажешь тогда, что ты ощущаешь в данный момент? Какие вибрации? Но мне почему-то к Хэллоуину именно не хочется подключаться. Мне неприятно. Хорошо, Марина. Ну, На это то, счете... что я ощущаю. Мгм, я понимаю. Теперь на счете 3 перед тобой откроется экран. Один, два, три. Ты его видишь? На этом М, экране ты получишь всю информацию, которая будет в связи с теми вопросами, которые я буду задавать тебе. Ты будешь только смотреть, воспринимать, как зритель, чисто как зритель, и передавать мне. А теперь, Марина, на счете 3 ты мне скажешь, что появится на экран, когда я еще раз скажу про 31 октября, праздник Хэллоуина. Один, два, три. Тут разные эмоции идут. Я имею в виду, когда ты называешь 31 октября, меня сразу хочется в лес, и это приятно. Когда ты говоришь Хэллоуин, я сразу вижу, ну, ощущаю какие-то, условно, вот как карнавал нечисти, в смысле Мгм, переодетых, и мне это мгм. неприятно, и я не хочу к этому подключаться. Вот так вот. И ты Может, не пока подключается, ты как зритель я тебе смотришь в экран. говорю, почему я Мгм. не соединяюсь, как бы, Я, потому что можно, как хочется условно отдельно разобрать эти понятия. 31 октября– это одно понятие, а Хэллоуин– это другое. ну, Можно поскольку... разогреться на 31 октября. Нет, Марина, я хочу, чтобы ты считала информацию про Хэллоуина.
Ну, я тебе говорю, что тут идет как какой-то условно дикий карнавал, который Мгм, точно не позитивно настроен, мгм. хотя сам праздник позитивный. Праздник позитивный? Ну, потому что это природный цикл, потому он и позитивный. В смысле в этом, что он естественный, нормальный, органичный. А то, что ты называешь Хэллоуином, мне это не нравится. И Мгм. это, ну, условно такая уже дичь какая-то. Какую дверь в коллективное бессознательное открывает эта дата? Не поняла. Задай еще раз по-другому вопрос. И конкретно ты сейчас опять про С Хэллоуин или чем про эта 31 дата октября? связана? Вот. Ну, завершение одного цикла, начало другого. Мгм. Давай тогда, ну, не, сейчас мы не про Хэллоуин, а про конкретную дату. Марина, Да. здесь я задаю вопросы, Я объясняю, и как я ты чувствую. отвечаешь. Я говорю, что то, что я сейчас говорю, завершение одного цикла, начало другого, это про 31 октября. Сказал дата. Мне такая мысль сразу пришла. Откуда на самом деле пришел этот праздник? Из какой эпохи? Культура, измерения? Это старый и естественный, условно, ход вещей, связанный с жизненным циклом Земли. Он у многих почтился, почитался. У тех, кто на Земле жил. Ну, условно, тех, кто земледелием занимался. Какие древние, возможно, забытые силы пробуждаются в этот день? Но я снизу вижу такой, как бы скажем, условно-энергетический выброс, там еще что-то, но я не могу пока его распознать, но у меня к нему нету такого условно негативного отношения. Надо Мгм. подробнее его смотреть. То есть оно условно естественно, а не м, корыстные там снизу цели идут. Если говорить про просто дату. Чей этот праздник изначально был? Он ничей, он праздновался всеми, кто на земле работал и жил. В одних Мгм. больше, в одних меньше, в зависимости от погодных условий, условно. Ну, то есть там, где холодно, они не могли там плясать долго на улице. А что вот эти люди чтут? Что приветствует? Давай, может, куда-нибудь конкретно пойдем и посмотрим, чтобы я уже ситуацию считывала, нет? Хорошо, Марина. На счете три отправимся в такое место, в такое время, где празднуется этот праздник, как пик самого такого яркого
момента, во всех деталях. Один, два, три. Что ты визуализируешь? Пока, чтобы ухватить кончики, пока такая тонкая информация, ну, визуализация. Вижу веселящихся людей в плане там вечер, костры и, ну, хороводы скачут. Они в масках одеты, но в таких масках прикрыть лицо. Ну, условно, у кого-то, как это скажем, колпак на голову надет, у Мгм. кого-то какая-то вот такая, как у шута маска, тоже на лицо натянута. Они все в таких каких-то, да, забавных, ну, чуть-чуть забавных костюмах, как могли. И вот хороводы водят, им весело. Какая это Они эпоха? А что теперь тебе появится? примерно 1000 лет назад, мне кажется, потому что у них, ну, одежда, как это скажем, уже многослойная, там и с украшениями, вокруг леса, ну, в смысле, что это какая-то, это европейская часть лесная. Мгм. А какой смысл отображает вот их одежда? Мне кажется, главная цель, как бы, ну, как, чтобы не узнали, защитить, да, типа вот маски на голову натянуть, чтобы не узнали. Но также они и ее как-то... И не узнали кто? Друг друга? Нет, не друг друга. А кто? Ну, силы, которые выходят, чтобы их не узнали. Одежда, они почему-то, ну, вот вижу просто даже ленточки какие-то, как бантики на обычную одежду повязаны. Мгм. А зачем тогда это делать? Чисто Вот. как Вот и я украшение. спрашиваю, с каким. Не, именно вот эти бантики, это просто украшение, что ли, как праздничный костюмчик, веселый. Почему-то вот тут веселье такое. А подойди на счете три к самой яркой персоне, которая там находится. Ну, Один, вижу одну два, три. женская фигура в таком Мгм. праздничном, ну как обычном праздничном, то есть у нее льняное платье, вышивка красная, всякие там орнаменты, Мгм. Ты можешь у нее пояс спросить, и что означают эти просто, ленточки. просто ленточки такие как Мгм. бантики и вот этот колпак на голове, и она скачет хороводы. Спроси, каждый предмет одежды, что он означает. И бубенчиков много отгонять, вот чтобы отгонять от себя духов, потому что звон бубенцов будет слишком тонок для тех, кто выходит Мгм. сейчас, но не условно не выпускать их из-под земли, ну, нельзя, потому что это, знаешь, как какая-то, как нарыв лопнет. Поэтому нужно уже их выпустить, таков ход вещей. Нужно выпустить. А почему? Нужно выпустить. Кто их держит Это в какая-то заперти? как, как это скажем, договоренность между мирами, так всегда было. Иначе, если вот как бы условно не выпускать, то оно потом выбухнет каким-нибудь катаклизмом, А какой-нибудь проблемой кто большой. представляет миры? И какие миры?
первое, что ты сказал, интересно. Это какое-то славянское поселение, поэтому мне эта барышня говорит, с одной стороны Велес, а с другой стороны, как ни странно, она сказала вообще дождь бог. То есть никакой, ну, Мгм. не самый, он же не, условно, не в главе этого языческого пантеона, но вот у них его чтут. Поэтому Мгм. оно вот так сказала. И как будто эти представители договорились так давно-давно, и так вот было, что Мгм. одно время одни помогают земле, другое время другие, другая сторона. И если запереть и не выпустить вот эту другую сторону, то там будет, ну, катаклизм. То Они есть вот как нарыв. танцуют. Мгм. Для чего они танцуют? А им просто весело. А весело? Мгм. Для чего? Они свою энергию Нет, таким образом возбуждают. нет, им весело от того, что вот внутреннее искреннее такое радости, веселье, и чувствуешь, что они радуются от того, что целый год условно там усердно работали, а сейчас можно будет, ну, как бы скажем, Отдохнуть. чилить дома уже в спокойствии, в этом вот они так просто, просто веселятся. Посмотри на тонком плане, что происходит параллельно. На тонком плане вижу над Мгм. этим хороводом купол светлый такой, как защитный, а Мгм. вокруг уже, ну, темная энергия, как это скажем, проявляется, возникает, напирает. А этот купол, посмотри, как он возникает. Это этот вот дождь бог, как их и поставил у них, для них, как бы, А на какой чтобы энергии он защитить. формируется? Ну, это вот конкретно его энергия, как будто в разных условно селениях или там традициях будет. Ну, то есть он здесь, в другом, где можно, конечно, будет заглянуть. В Он другом... что, везде Нет, ставит? нет, вот они его почитают, и поэтому он их защищает. В другом каком-то, скажем, культурной нации или что будет кто-то другой. Посмотри, какие ключевые ритуалы происходят изначально, как формируется все вот этот купол защитный. Тут у них есть какой-то условно жрец, то есть он не жрец уже, он уже как отдельный такой, как бы скажем, касты иерархической чего-то Мгм. там не имеет, это просто какой-то уважаемый дед, ну, в этом селе, но он такой и знает обряды, и обладает какими-то внутренними силами, но условно он обычный житель. И Но он вначале дирижер проводит, всего, да? он вначале проводил какую-то обрядовую часть, вот что-то наливают в черпак такой, и этот поливает масло, поливает в огонь Мгм. и обращается и пробуждает одни силы и другие. Условно, знаешь, как начало, условно там что-то объявляю открытым, ну вот, Мгм. этот праздник, да, там вот, и по
призвал обе стороны, объяснил, что вот условно да начнется это, и Да закончится другое, да? не просто условно да начнется вот то, что должно начаться, и тогда возникают обе стороны, как бы, и их Бог накрыл их такой Мгм. защитным шариком, где они могут спокойно веселиться. У меня где-то промелькнула мысль, словно, а что если не ну, не обряды эти не проводить и не обращаться к Мгм. своему Богу и вообще не, не проводить Обряды — эту это чисто ритуалику. защитно, для защиты? Да-да-да-да-да, вот я Мгм. смотрю, что если вот не провести где-то обряд, условно, в другом селе, то вот эти люди, они доступны, как бы скажем, на взаимодействие. Там идут вот эти вот легенды, предания, знаешь, когда Мгм. не появляйся ночью, а то там встретишь такую-то, там, не знаю, бабу, там, кого угодно по улицам. А они, вот эти люди, они когда ночью ходят, они как в таких шариках, условно, энергетических светлых шариках. Мгм. После вот этого празднования То и есть они взаимодействия. обретают эту защиту, да? Да, и они могут условно передвигаться без вреда со стороны другой стороны, а те, которые без, ну, не почитали, скажем, этот праздник, они ходят Мгм. вот такие доступные, открытые, без защитного шарика, и с ними тогда можно как-то их взаимодействовать темным. А теперь посмотри, что за темное. А можно еще вернуться к обряду? Потому что он мне начал Конечно. показывать, вот что именно он делает. И вот он налил в Мгм. такой черпак круглый на ножке, он налил туда, мне хочется сказать, масло. Да, масло, плюхнул в огонь, и он Мгм. разгорелся сильнее. То есть Вот, эта стихия участвует в этом обряде, конечно, да? да. И не один там потом. И в начале, когда хороводы были, там был не один костер. Так, вот, что-то еще с костром сейчас будет, кроме вот он этого Мгм. масла налил. Что при этом он произносит? Какое-то заклинание? Он обращается условно искренне и просто от сердца. Огонь, чтобы защитил. Это молитва, Это просто мантра, искреннее обращение от души. искренняя. И обращался к своему вот Богу, То типа, есть призыв, да? защити. Он призывает, М, Просит. просит. Призывать мне не нравится здесь слово, потому что, условно, Мгм. они и так все здесь. Но все равно Это как обращение, просьба. энергия другая. М, Когда просишь, тебе нужно что-то поднести, то есть чем-то оплатить то, чего тебе дадут. Чем они? Ну, какая-то жертвенность присутствует. Ну, Да, да, сейчас я посмотрю. посмотри. Связанные в косу, вижу, колосья есть, ну, Мгм. ячменные. А Мгм. вокруг костра даже так выложили. Такой условно толстый косу. Ну, потом они ее туда, хлеб круглый, Мгм. большой. Даже зайца, кролика, ну, зайца. Мгм. Жертва. Мгм. Условно, помоги, защити Мгм. от вот этих вот темных типа сил. Вот, значит, он обратился, и что? И что? И тут я смотрю, еще кто-то повставал, появился. Это их
эти предки пришли Мгм. после этого взаимодействия. Это какие-то потомки каких-то. Ну, я просто вижу уже более условно одетых по-другому. Я думаю, кто это Мгм. пришел более в таких уже, ну, не в таких традиционных и условно цивилизованных одеждах, Мгм. а в Более древних. шкурах. Мгм. Да-да-да-да. И это их предки пришли Мгм. на зов. На какой Там, зов они потому что он призывали? и к предкам обращался, просил, типа, Мгм. защитить их в эту пору. И вот они пришли. Предки должны были принести мудрость свою, да? Не знаю, но они вот тут в таким углом воинственным таким стоят. Мгм. Вот, как бы скажем, условно в шкурах, они даже с ножом. Такие мужчины, как ну, с целью защиты. И что? Прости, что дальше у нас будет? Посмотри, сам обряд, как он проходит. Ну вот он обратился, вот он Мгм. призвал, эти Да. пришли. И что И что дальше с дальше? этими Да, да. пришедшими? Они для чего-то были призваны принести нечто, Защита, только защита. защиту. А в И чем эта мгм. защита? Так, покажите, Защищают пожалуйста. чем? Знаниями, мудростью. Своим присутствием на тонком. Мгм. И опять-таки защита. От Слушай, кого? мгм. Но от этих сил, которые поприходили с нижней стороны. Мгм. Хорошо. Но эти Как предки, подожди, тут особенность есть. Они не могут зайти внутрь этого круга, они стоят по контуру. Они как будто тоже без приглашения не могут зайти внутрь. этот контур, как создается этот Ну круг вот, который защитный? его создал их божество Мгм. сразу когда к нему обратились. Ну, почему предки не могут внутрь зайти? Они ждут приглашения. У меня сразу идет ассоциация с этими, как это скажем, э, времени, которые сейчас говорят, что за неделю до этого времени, ну, там, типа, кутью варить, звать ушедших предков в дом, типа, покушать. Вот они вот этого приглашения ждут, Мгм. стоят, чтобы их внутрь пропустили. Их. Вот. Теперь они зашли, сели вокруг костра и Мгм. условно с тарелками сидят, кушают эту кашу. Мгм. Хорошо, Марина. А теперь на счете три я снимаю все маски, все голограммы, все иллюзии. Один, два, три. Не изменилась картинка. Мгм. Вот они сидят Хорошо, возле костра и кушают. И, хорошо. как бы скажем, беседуют, ну, Мгм. вспоминают какие-то истории. То есть, ну, как... А вот эти, кто празднует Хэллоуин, или этот Это праздник, пока не Хэллоуин, да. хорошо, хорошо. Они находятся в каком-то трансе. Нет, Как они они, они, общаются? они не видят этих духов, Не видят, но не общаются видят. каким образом? Они тоже, смотри, сейчас все я наблюдаю, картинку. Костер, сразу Мгм. вдоль костра сели эти духи, которые родственники, а Мгм. дальше вокруг костра сели эти жители Мгм. деревни и тоже что-то пока, ну, как бы скажем, кушают и беседуют. Но они знают, что происходит, да, на тонком Да, плане. поэтому они отошли подальше от костра, Кто-то условно. есть, Вот кто-то этот есть, кто... носитель знаний, да, вот этот Мгм. вот дедушка условно Мгм. рулит, но Он видящий. м-м.
Он скорее как носитель традиций и, Ну как они? ну, он по ощущениям, вот, ну, как бы скажем, так вот испокон веков у них делалось, так положено, так это вот, то есть когда-то был видящий кто-то. Им кто-то сказал, что вот что происходит, и они это как бы знают. Ну, как сейчас, если праздники ж какие-то, они тоже ведь потому что так надо, да, и они вот конкретно эти люди делают тоже потому что Мгм, так надо. Они что-то уже и какой-то алкоголь выпивают тут. мгм, Ну, я вижу, передают какую-то там мгм. чарку хмельную. Так, что происходит при этом на тонком плане? Совершенно ничего. Ничего. А Ну, за то есть кругом, за кругом. да. И что-то Сейчас за сила посмотрим. там находится. Давай посмотрим за круг. Я их пока вижу, как, знаешь, как такой темный густой стелящийся туман серого цвета, Мгм, только плотный и вязкий такой. Я вот в мгм. таком виде это вижу пока. Оно даже не, условно, не распадается на отдельные объекты, а такой вот вязкий туман. Он слегка агрессивный такой этот туман. Знаешь, как охота, и хочется, чтобы оп, кого-нибудь схватить. Хорошо, на счете три этот туман принимает свою естественную форму. Что-то за сущность. Один, два, три. Ну, для меня это обычные, условно, представители нижних, тут и Мгм, черти, тут и бесы. мгм. А почему они вот пользуются вот этим возможностью? Вот было слово разрешено. Разрешено. Разрешено, да. То есть тут Разрешено кем? как договор между, э, Мирами? да, между условно Миром темными нижним? и светлыми, да, между нижними и верхними. Потому что Земля, как бы скажем, на Земле рулят две стороны, соответственно, есть период времени, на который так поделили, типа полгода вы, полгода мы. Э, Им, как бы скажем, ну и в другое время и те, и другие тоже взаимодействуют, но основная возможность открыто ходить по земле, вот она в чем в это время. Им А что-то нельзя в другое что на время вот так самом деле открыто взаимодействовать с людьми. происходит с энергетическими барьерами между мирами в этот день? Ну, слово истончается было. Истончается, да? То есть он был более... Я вообще как открытые двери просто вижу, ну, Мгм, условно, в земле, как просто как портал. Даже не в одном месте, а условно по всей, ну, сколько я вижу, тут поверхности Земли, такие как лифты, такие портальчики, куда легко мгм. можно выйти. И сейчас. И мысль такая, пока не разжеванная. Вибрационный фон Земли изменился, чтобы вот эти могли здесь находиться. Но, понимаешь, потому что им ведь тоже тяжело в этом слое находиться в просто ходите. В таких энергиях, да? Ну, потому что для них это слишком тоже тяжело. Им нужно соответствующий. Вот, но он изменился, кстати, да, он изменился только буквально на некоторое время. То есть этот энергетический барьер изменился, утончился на На- какое-то время, да? Барьер, он истончился, чтобы они вышли. В некоторых местах появились порталы, а сам вот представь поверхность Земли и слой, он небольшой слой, буквально там условно метра, там сколько-то, не знаю, ну сколько-то метров,
чтобы они могли здесь передвигаться условно спокойно в этом пространстве, потому что они ведь обычно не могут выйти в своем, им тяжело физически находиться здесь, поэтому они в нормальное время не поднимаются тут. Но это на время, то есть это не на все полгода, это почему-то только на пару дней. Почему? Сейчас узнаем. На счете три тебе приходит информация вся. Один, два, три. Была фраза, потому что не выдержит и земля почему-то, а почему что-то было еще как про перевернуться. Надо это понять теперь. М, Почему только на пару дней? Еще раз можно спросить, что-то я не могу разобрать. Хорошо, на счете три ты получишь информацию, почему несколько дней вот этот барьер утончается. Или, можно сказать, где-то он еще исчезает. Один, два, три. У меня пошла ассоциация как с цунами, знаешь, вот цунами волна ведь тоже, она пошла, а потом, ну, схлынула обратно. Здесь же тоже, ну, как будто это идет как поднялась, схлынула и дальше вернулась обратно. М, И что? Почему только пару дней? Приоткрывается дверь. Не могу разобрать, почему пару Хорошо, дней. Марина, на счете три ты у меня спрашиваешь, как я это считаю. Один, два, три. Тяжело поддерживать. Мгм. Еще Тяжело поддерживаю. поддерживать для Земли. Мгм. Так если тяжело поддерживать, зачем вообще разрешать, скажем так? Спроси, спроси. Ну, я спрашиваю. Мгм. Как бы для такого правила, что ли? Кто такие, Кто такие правила? Ну, вот все к тому же правило о балансе плюса-минуса Мгм. условных. Будто оно, когда вот открыли двери, оно все хлынуло, а потом обратно Мгм. То есть какая-то волна, да, успокоилось. какая-то волна спадает, энергетическая, опускается до минимума, а потом она начинает опять расти, да? То есть, Сейчас я пойму. Была мысль, а может это, сейчас я ее перепроверю, была мысль, может условно эта волна хлынула, ну, и энергетический фон изменился, а потом как-то, может, Земля пытается это устаканить уже. Сейчас. идея с цунами. Мгм. Разбирай эту идею с цунами. Да-да. Там заложена информация, чтобы формировалась цунами, волна высокая, убирается какая-то на какое-то время. Ну, Вода. открыли ворота, Вода и все уходит, это то есть хлынуло. энергетически спадает нечто,
Вот наплыв сошел. А Мгм. там под землей тоже все это время копится что-то. Ну, условно, вот, как это, нарывает, ну, не нарывает, нет, растет, расширяется что-то там, вот тоже у них какие-то энергии, и тогда открывают вот эти условно ворота, все это идет сюда, а потом вот, ну, сбалансировывается. И лучше это дать открыть, ну, условно разрешить, позволить, иначе если это, чтобы оно тихо-мирно прошло. Если это не сделать, то будет, знаешь, как вулкан какой-то, который Мгм. все равно Мгм. выбухнет, но выбухнет каким-то чем-то плохим, каким-то либо катаклизмом, либо условно войной, но чем-то плохим, что будет хуже. Поэтому разрешается вот этот вот праздник, когда э, с чествованием э, открывают, ну, типа, условно, а теперь ваше время, мы понимаем. Так, можно посмотреть, что же там внутри такого нарастает внизу, что требует вот этого выбуха. Ты тут? Да. Хорошо. Тогда я посмотрю, что тут у нас копится. Копится или убывает? Нет, я имею в виду внутри. Я сказала, что внизу хочется тоже чему-то там вот что-то нарастает. Мне интересно, что же там такого нарастает. Задай мне, пожалуйста, вопрос. Какие сущности получают наибольшую свободу действия? Да как будто все, Все. но условно это неинтересно. Ну, я вот вижу просто, что им не интересно. То есть уровню там демонов, князей там или кого-то из Мгм. руководства, им просто это, ну, они так, знаешь, ну, не бегут, это как это, скажем, как открыли этот какой-нибудь там «Черная пятница», открыли магазин, все побежали, да, кому-то нужна эта халява, а кому-то, Все за полцены, да? типа, да, а кому-то, ну, нет, типа, ну, не А побежит за халявой этой. какую пищу или энергию они ищут М, во время вот этого периода, вот этого празднования? Я смотрю, ищут, рыщут по земле, да, ну вот Мгм. подходят к человеку, а ему весело человеку, скажем, и он Мгм. его и так, типа, знаешь, и злится, что Пытается не может его, потому что этот человек веселый, он веселится в веселая. этом То есть празднике. энергия не Сейчас того я... качества для него, да, Он не для них, может да? к него подступиться, Мгм. потому что он вот веселится в этом празднике. То Сейчас есть само найдем того, кому веселье– может. это цель веселья достичь Позитивной высокого частотного вибрации. состояния, Мгм. да? Да-да. Сейчас подойдем, Мгм. найдем кого-нибудь, кому херово, кому можно. Да. Вот, вижу, какой-то пьяный лежит Мгм. где-то под забором, условно. Мгм. И что происходит? Он радуется, я имею в виду вот это Этому сущность. состоянию, да? Сущность я имею в виду. Нет, нет, Мгм. А, сущность сущность рад. обрадовалась, что нашла Мгм. жертву. С одной стороны, она прям его как будто грызет, Мгм. и она что-то его как-то руки связывает, что-то. Он Но здесь у меня... подчиняется всем Он этим. пьяный лежит. Мгм. Ну, тут он вообще его вот как тащить хочет куда-то.
что происходит? Есть какие-то, формируются какие-то правила, То он его как вниз какие-то затащить вообще контракты, хочет. Я сейчас взаимодействия после этого. Клиент созрел, и можно его Сейчас попросить. посмотрим, что там по договорам получается. То есть этот Мгм. просто взял его и вот, ну, условно вниз за эти связанные руки и затащил, а тело осталось лежать. Тащи к нотариусу, да? К себе домой батарейку, лампочку Мгм. светить. А что же? Так. Дух на тонком понимает и видит, и согласен И как-то даже. ему весело Нет-нет, я по-своему. имею в виду на тонком дух, он понимает, что условно все по Правила. правилам, что ли, Мгм. да. И, но это как договор идет, Мгм. ну, как очередное подключение сущности и договор. То есть составляется какое-то соглашение, да? Мне кажется, да, как вот условно обычным способом подключения идет. Вот, подключился этот к Мгм. этому человечку. А мне выглядит, как он затащил куда-то там, условно, на свой склад отнес, Мгм. куда-то вниз и побежал за следующим. 2-3 подарка за полцены, да? Ищи второго, да? Он побежал за следующим, да, типа условно Да, еще можно побежать за следующим. Какая-то бабка склочная. да. Тут сидит и всех там поносит. Мгм. Призывает Ну, она, поносом, да? она просто как, знаешь, как бабки, которые на всех подряд ворчат. Ну, Вот он, вот интересно, причем, что на улице, вот он и одного, и второго нашел на улице, а в дом он не может зайти. Дом обережный, в доме там вон люди, которые условно не принимают участие в веселье. Там мгм. я вижу женщины с малыми детьми, но эти в дом не могут зайти, они, как условно, опять же, по правилам, По они не правилам. заходят в дом. Видишь, темное время суток, и в дом они не заходят. Они То есть могут только тех, кто на темное улице. время суток для того, чтобы энергетически было минимально позитивно, да? Не поняла мысль. Я говорю, что они могут Ну, хватать света, только тех, чтобы не кто на было улице. света. Среда, чтобы была подходящая, да? Нет, не потому, что там свет включен. Условно, если свет в доме выключить, они все равно туда не зайдут. Потому что нельзя. Они могут хватать только тех, кто на улице в темное время суток оказался. И на, ну, на низких вибрациях без вот этой защиты от праздника, наверное. Скорее, без защиты от праздника. А посмотри, вот является ли переодевание в костюмы невинной забавой? И как они могут защищать человека, если он принял алкоголь? Разве может защитить одежда или маска там, колпак, эти Сейчас. ленточки? Но те конкретно, кто с того праздника идут, я тебе говорила, что они такие, как светящиеся шарики. Мгм. Поэтому они под защитой. Но костюм, что способствует этому шарику быть более Я плотным. понимаю, сейчас я посмотрю этот момент.
Так, но мне пока все еще та деревня, ну, и Мгм. я понимаю, что ты ведь основное, как сейчас, переодеваешься, чтобы условно эти черти приняли за своего и не стали То есть, что подключаться. все ищут. И эти, типа, Чем такие же. страшнее ты одет, тем ближе тебе воспринимают, что ты свой, да? Ну, И сейчас ты посмотрим, голодный, ты ищешь, да? происходит ли это так или нет. И я переместилась, если в сегодняшнее время, Да. то у вот этих, как это скажем, костюмов нет никаких защитных механизмов в сегодняшнее время, потому что, Уже ради ну, забавы на одевается, автомате, что так принято одеться, но да, это не защита, не работает. защита уже как бы Не работает это. не работает. Но что-то другое может работать. Темный воспринимает одетых уже за Одинаково. своими. Одинаково их воспринимают. Все равно энергетика, Да, не видно же да, на костюма. да, да, да. А эти сферы есть у У людей? некоторых, вот я смотрю, условно идет толпа маскарад, Мгм. некоторые в этих сферах, они как-то по-другому начали праздник. Они Или у начали, них эти сферы были? нет, они вот так же условно активировались, они начали праздник с почти такого же Мгм. условного обряда. Они и вот это вот призвали предков на поминальный ужин. Мгм. И всех поблагодарили Мгм. условно Землю, там еще что-то, Мгм. Вселенную за условно приятно проведенное время в течение лета, года там и теплого времени этого. И благодаря этому они в таких Защитных. защитных Мгм. шариках. А те, кто просто по приколу нарядился и пошел без вот этой обрядовой составляющей, они никакие. И этих, ну, не знаю, 0,5%, наверное, кто так делает. Ну, вот я Мгм. вижу вот этот карнавал, просто идет какое-то Кто шествие. уже по обряду, по нормальному обряду, да, Вот то есть кто те, мгм, хотя бы вот, ну, начал праздник, так как я сказала, с призыва родственников и все такое, с благодарения света, они в этих шариках, их мало. Условно идет 20, не знаю, метров, там 30 метров толпа, один мгм. шарик, потом опять толпа. Хорошо. А Контракта. что за еще символы используют? Посмотри. Вот у меня идет опять эта коса из колосьев Мгм, ячменных. мгм, Коса. Коса как символ жизни у меня почему-то идет такая фраза. Бесконечности жизни. Вот типа вот как она может плестись. И коса как символ, в ней каждая прядь, условно, если она из трех плетется, отдельная составляющая. И вот это вот переплетение прошлого, настоящего и будущего, вот это вот мгм, коса такая. мгм. Тут А посмотри, при чем тут тыква с огнем внутри? м, тыква. Вот какого-то такого тыква, как это скажем, у меня ничего на слово тыква не дергается, не... как это? Мейнстрим какой-то просто. Не Мгм. могу понять в ней, А спроси у меня, не вижу что я сейчас. считываю. Ну, тоже что-то, какой-то гениальный маркетинговый ход, не знаю.
Ничего я на слове тыква не ощущаю. Ну, типа, И чтобы в него было заложено что-то. если это образ головы, а огонь — это энергия внутренняя, которая через рот, через глаза выходит. У меня ничего не происходит. Мгм, Даже на твою такую ремарку. мгм. А что за... Какую роль играют сладости или угощения в истинном, сакральном смысле этого действия? Конфетки. Вот Мгм, смотри, возвращаясь к тому дому, который я видела, что не могут зайти внутрь, где внутри женщина с детьми. Эти конфетки она разложила условно на ступенечках, где-то там это, чтобы ну, как бы возьми конфетки и уходи. Понимаешь мысль, да? мгм, Женщина заранее, еще в светлое время суток, разложила эти конфетки там-сям, чтобы, ну, типа как откуп. Бери мгм. конфетки и Откуп. уходи. Не Мгм, трогай нас. И так и работает. мгм. А дальше, что еще? Ну, сейчас я посмотрю, что еще с конфетками. Можно ли как-то откупиться, если ты просто... Ну, работает ли это так? Мгм. Если ты просто... Вот путник идет. Что-то кажется, где-то можно откупиться, где-то нет вот этими конфетками. Ну, раз ты их готовишь, значит, ты готов откупиться. То есть программа уже создана. Ты подготовил, значит, ты уже готов. Какие еще тонкие программы или соглашения активируются в человеке через участие в этих ритуалах этого дня? Сейчас что-то есть. Чё, не могу пока понять, скажу что-то типа «не тронь, и тебя не тронут». Не могу понять, не трогай что, и тебя не Вот именно, трогают. что не тронь. Как будто человек не должен что-то трогать, и его тогда не тронут. Не тронь низкочастотное, и тебя не тронут. Разве не так? Может быть. Не приглашай в дом. Абы кого, хочется сказать. Да. В дом нельзя, чтобы в этот день приходил кто-то чужой, потому Мгм. что под видом условно путника может зайти совсем не он. Нечисть, да? Да, и ты как бы Мгм. приглашаешь, позволяешь зайти в дом. То есть какой-то путник в эту ночь, не открывай дверь. Мгм. И про угощение солнца что-то было утром.
Как благодарность, наверное. Как блины эта вот женщина утром напекла. То есть благодарность солнцу За работу. Все, что Мгм. раньше вместе делали. Тут получается вот, что еще утром? С водой тоже что-то есть. То есть ритуал благодарения для того, чтобы Ну, потому что заслужила. высокие М. частоты, да? Это как защита. Ну, своеобразно, да, в такой с водой еще что-то было. Почему-то я вижу, как умываться холодной ледяной вот этой. Ну, она вышла на улицу, все тогда же утром. Ага, это утром следующего дня, когда условно пережили эту ночь, Мгм, а мгм, вышла на улицу колодезной водой умыться. мгм, А мгм. как это скажем? Очиститься Очиститься, да. от грязи ночи, которая. Мгм. Существует ли некий договор или разрешение, которое человек неосознанно дает, участвуя в этом празднике? Да, вот то, о чем мы говорили. Мгм, Он участвует, он, скажем, подписывается, ну, разрешается на вот мгм, это взаимодействие. Ну, слушай, опять же повторюсь, если он сделал все вот, ну, условно по традиции, мгм, с благодарением, с мгм. памятью предков, то он, в защите. Хочется еще вернуться к предыдущему вопросу. Там еще какие-то обрядовые составляющие есть. Ну вот типа блины, на следующее утро вода. Сейчас еще посмотрим. Даже, смотри, те же конфеты, это как было, ну, условно, обрядовая составляющая, которую женщина разложила вокруг дома. Мгм. Хоть еще где-то солью она что-то посыпала. Тоже что-то под самым порогом посыпала солью, Для чтобы защиты. не зашли, да. И Мгм. мешочек с солью дала Которые кому-то. кто будут участвовать в Кто-то, празднике вот вне кто-то дома. у нее была вероятность, что поздно вернется домой, Мгм. когда уже будет темно. Не поздно за полночь, а даже поздно, когда темно, ну, условно, в 8 часов вечера кто-то должен был возвращаться, условный муж с работы там или что-то такое. Она ему дала мешочек с солью с собой, как Мгм. защитный, заговорила его просто То есть как могла от души. написала программу на соль, да? Мгм. На кристаллы соли. Мгм. Мгм. Вот он на пояс его повесил и пошел. Куда-то ему надо было в соседнюю деревню успеть туда и обратно вернуться. А посмотри, Марина, в современных обрядах есть какие-то жертвоприношения в этот день, в эту ночь? Так, ну для начала хочу сказать, что хорошо, когда также начинается день вот условно с кутии приглашения родственников. Мгм. Они поели и ушли, Мгм. ну, как бы защиту свою оставили. Жертва, 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 Мгм. жертва, свечки, огонь. Что-то мне тут я привязалась. Это Где тут жертвенный заяц? сейчас найдем. Вот ты сказал жертвенный заяц. Я его вижу в виде блюда на столе. В Да. смысле, но оно, так скажем, трансформировалось, но его все свои же и Мгм. съели. Мгм. Вот это вот Ну, мясное блюдо на столе. общество разное, как бы оно не однородное, есть более
низкочастотные слои населения. Посмотри, как они празднуют. Ну, я не понимаю твой вопрос. То есть те, кто без вот этой обрядовой части, они, М, собственно, собой-то и жертвуют или, мгм. ну, они разрешают к себе подключение всех этих контрактов, ну, как на скачивание. То есть Хорошо, тем, что Марина. условно напились, повеселились. Хорошо. Как человек может быть неосознанно причастен к энергиям этого дня, даже не участвуя напрямую? Мгм. Эх, неосознанно. Даже когда в, как бы скажем, не знаю, условно, детские фотосессии там или что-то еще, вот эти вот, как будто вливаешь по крупинкам в этот эгрегор хэллоуинский м, чуть-чуть энергии, и у него становится больше сил для распространения, скажем, этой идеи. Вот это вот неосознанное участие. То есть как будто бы здесь есть условно два вида празднования. Это вот, который мы уже обсудили Да. с Кашкой, в смысле, и с родственниками. Мгм. И даже дальше ты потом можешь уже пойти веселиться в этом, но ты не участвуешь, как бы скажем, ну, в шествии, ты не участвуешь, ну, нет разрешения на подключку к тебе, Мгм. но ты как будто по-другому. А если Ну, короче, а если без этого, то это то, о чем мы говорили, просто разрешение на подключение. Я вопрос забыла. Как человек может быть неосознанно причастен к энергиям этого дня, даже не участвуя напрямую? Ага, ну то есть, условно, те, кто вот на улице не Мгм. попадайся в темноте после 12 в этот день. И что тогда идет? Но защита сейчас почему-то у людей повыше, чем раньше. Условно автоматическая даже. Сейчас, ну я вот просто наблюдаю человека, идущего просто по городу ночью, и она не может так подключиться, если он условно не в теме и вообще не участвует, потому что у него какая-то защита. Защита не восприятием, как это, прозрачностью, не вовлеченностью. То есть он вообще не думает об этом празднике, Угу. и он этим будет. Не видим. Хм, интересно. Хорошо. А если говорить о том, какие самые эффективные энергетические и ментальные практики для полного закрытия от влияния этой ночью? То есть, когда ты осознанно нечто Благодарность мгм, делаешь. рода, Мгм. духу, даже просто условно пятиминутное такое спокойствие, медитация, где ты Медитация все это на... поговорил Мгм, с мгм. собой, с окружающим пространством, и все, ты в домике. А, что нужно сделать со своим сознанием и энергетическим полем, чтобы стать невидимым для любых сущностей? Я хотела вот сейчас уточнить, что тот человек, которого я рассматривала, он был трезвый, да, чтобы Мгм. еще, ну тут
шел, ну, он просто, условно, хороший, нормальный, приличный, добросовестный человек, и знать не знал о том, что сейчас такое время, и вот его вот не тронули, потому что он не пьян, не в агрессии, ни в чем, да. Нечего ему дать кому-то, да? Зацепиться Мгм. не за что. А вот если уже вот пьяный кто-то идет, то это другой разговор. А Они если, по-другому если взаимодействуют. ты осознанно решаешь что-то сделать со своим полем, Ну, например, алкоголь активно, или... нет, я А имею в что? виду защиту, построить какую-то защиту, Ну, осознанно. ну, так ведь вот эта сама медитация, это же тоже Мгм. осознанное построение защиты. Ну, пожалуйста, работает. Я же сказала, с благодарности Солнцу, там, Вселенной, родичам, вот, построили. А как с личным пространством, с Э, домом? Тоже можно защитить вот таким же способом. Но внутрь дома они по соглашению не лезут, пока их не Мгм. позовут, скажем. А какие мысли, какие действия и намерения являются ключом, разрешающим доступ? Да вот просто прям приглашение. Мгм. Зачем кому-то это надо? Ну, кто-то, как это скажем, понтуется, там еще что-то бравирует, Дурачиться. выпендривается, да, думает, Мгм. что он какой-то гений, гуру, вот зовет в дом, тогда заходят. Не те, ну, те, с кем потом ему жить. Как бы, ну, ничего хорошего в этом нет. Ну, личное приглашение. Мгм. А существуют какие-то ангелы-хранители или силы, которые могут помочь сохранению целости? Если, ну, родственники, в смысле, если к ним Мгм. обратиться или не обратиться. Ну, родственники умершие, вот род здесь Мгм. очень Мгм. хорошо, которого позвали, он же защищает очень здорово, потому что он на тонком присутствует и защищает персонажа конкретного. Все то же самое, что я говорила. Род Мгм. и ну, внутреннее свечение тоже же. Кто празднует в эту ночь те, кто обладает истинным знанием и стоит на светлой стороне? Что празднуют или что? Как Мгм. празднуют? Ну вот я Да. же уже Что тоже это сказала. Что празднуют? Да. Что празднуют? Колесо года для меня вот эта вот фраза. Колесо года, условно, смена одной эпохи, начало другой эпохи. С Цикл. благодарностью, да, к этому процессу. Вот это и празднуется. То есть чисто астрономическое какое-то событие, да, Ну, которое... тут скорее не астрономическое, мне хочется сказать, а вот как колесо года и смены циклы. Мгм. Это вот такое жизненное этап. А как можно использовать эту Можно, энергетическую точку года для духовного роста, а не для можно. Мгм. деградации? Ну Вот ты как? говоришь, и я прям на как это Мгм. чувствую, как я напитываюсь. Что-то надо, тоже есть какая-то обрядовая Мне дальше часть. говорить, чтобы ты напиталась? Нет, нет тебя, а я уже пошел, уже мне что-то показывает, надо Ну да, разбирать. давай. Я, так как энергия, вот эта прослойка тонкая для между мирами, то и она вообще тонкая сейчас. Можно и получить от этого дня тоже можно много для себя, для как, Напитаться? как энергии я сейчас соображу на преодоление вот этого будущего условно темного цикла, чтобы условно и силы хватило, и это, только надо понять, как происходит это напитывание от земли.
Земля здесь как-то участвует в этом. Вот ты говоришь, ну, ты спросил, и Мгм. мне захотелось с Землей взаимодействовать. Как будто последний прям э, шанс, потому что потом она уходит спать. Такой паузу, да? Ага. Я вот руками прям хочется землю вот, ну, энергетически трогать и через ноги от нее напитаться с благодарностью. И даже деревья еще. Знаешь, как идет мысль? Да. А, ну, допустим, ты уходишь с мероприятия какого-то и отдаешь тем, кто остается еще все, потому что тебе уже не надо. Тебе Ну, то вот есть они это. уже идут спать, и деревья, и земля, им Мгм. уже не надо вот эта вот оставшаяся у них энергия. Вот, и ты И это можно ее забираешь, да? взять. Мгм. Они ее дают условно от искреннего там сердца, от чистого, потому что им она сейчас не нужна Мгм. будет. А ты можешь продолжать. И я вот обнимаю дерево и через ноги, и через руки. Вот просто с просьбой. Остаток Напитай, энергии. пожалуйста. Мгм. Лишнего не дадут, можно не бояться. Условно, в ущерб себе не дадут. И что? И я вот, как бы, скажем, крепчаю и усиливаю свою как-то устойчивость благодаря этому. Хорошо. Еще, Смотри, еще, еще, погоди. давай, Огонь у меня давай, давай. здесь. Огонь. А что ты у огня берешь? Сейчас, сейчас. Я пока стою перед костром и не могу понять, что я с огнем делаю. А спроси у него. Он тебе скажет. Напитать, очистить тоже может. Мгм. Ну вот он очищает мои структуры, условно, как, знаешь, как кэш почистить. Мелкие программки всякие, Мгм. на которые нет ссылок, поудаляться. Сгорают. Он этим Мгм. питается, да? Нет, он это очищает, просто выжигает это все Мгм. ненужное. Это вот я сделала почистить. А еще есть возможность как-то напитаться. Еще есть возможность... Я смотрю в огонь, а уже вижу какую-то картинку. Как будто смотреть, знаешь, как гадают. Не слышала, Мгм. чтобы тут гадали. Как я смотрю на костер, а вижу какую-то четкую картинку. То есть ты входишь с огнем, с костром в какую-то Я вижу картинку, связь, как гадание задаешь, меня интересует. задаешь какой-то вопрос и получаешь через игру Скорее пламени будущее. видение, да? Мгм. Открывается портал, открывается нечто, что... Знаешь, что хочется сказать? Что тут можно, могут показать какие-то негативные, условно, моменты, которые, ну, знаешь, как это, соломку подстелить, чтобы Мгм. потом, ну, то есть то, Мгм. что можно обойти, как будто бы это такой мини-экранчик, на котором можно Мгм. подсмотреть какие-то плохие ситуации, Какие опасения должны какие быть, да? могут спуститься, Мгм. могут случиться плохие ситуации, ты, соответственно, знаешь, что это будет, и, ну, не пойдешь туда, например. Это как будто такое окно просмотра, и так как это, ну, не знаю, ситуация негативная, то от нее большой след в условно нижнем мире, потому что она негативная. И, как бы, скажем, ты его просматриваешь, ну, увидел, и можно поэтому предостеречься
избежать этой негативной ситуации. Это доступная всем, скажем так, какая-то практика. Можно ее проделать, кажется, даже с обычной свечой, потому что в это время вот это тонкое пространство между мирами, это вот уже как гадательная какая-то практика, доступная всем. Не обязательно, в смысле, обладать какой-то суперспособностью. Хорошо, Марина. А теперь на счете три посмотри, какие отношения между Солнцем и Землей происходят в этот день? Один, два, три. Сейчас меня уносит, предположу, что я иду на место Солнца, чтобы посмотреть. Мгм. Меня как будто бы сейчас меньше, меня как Солнце, меньше будет заботить. То есть не нужно будет... Меньше внимания буду мгм. уделять. Знаешь, я вот это вот, как это скажем, я Меньше Солнце, будет вот моя освещать и перспектива. меньше будешь Меньше согревать, да? внимания, а когда внимание– это энергия, соответственно, и энергии меньше. Вот Мгм. мой этот вот освещаемый космос, скажем Мгм. так, и вот тут вот где-то эта земляшечка, и она вот там, и я так, знаешь, как, ну, лежит там что-то и лежит, как бы Мгм. находится и находится. Нету вот этого пристального луча внимания, потому А что как сейчас выглядит на энергетическом плане их взаимодействие? Посмотри. Также вот я объясняю, как сейчас. И только по запросу он будет теперь отвлекаться, скажем так, на Землю. мгм. По По запросу запросу от простого кого? пользователя. Как это скажем? Это не Того значит, что Солнце в принципе отсутствует сейчас. Если кто-то позовет, вот я вижу такие условно единичные импульсы, там от какого-то даже призовет, да? Его человека, энергию, его свет. обратиться, да, Мгм. то это совершенно нормально. Или И, будет держать это в воображении своем, да? ну, так это же то же самое. Ну, то есть, если кто-то, какой-то человек обратится конкретно к Солнцу, Солнце условно поворачивает Отзовется. голову и Отзовется. обращает внимание и там взаимодействует как-то. А вот так вот, если не позовут, то оно просто, спишь, ну спи, спи, там все не будет специально светить, если посмотреть. Ну, его пока не зовут, оно вот и не Мгм. смотрит даже в эту сторону, скажем так. Марина, а теперь на счете три ты посмотришь и увидишь, какова роль Луны в этом моменте. Один, два, три. Не знаю, как понять пока эту ассоциацию. Пошло даже такая мысль, что Солнце сейчас на Луну больше обращает внимание, чем на Землю. Не знаю, как это понять. Потому что на Луне тоже есть эти жители, условно, на которые тоже нужно обращать внимание. Которые тоже Тоже, призывают его. ну, как будто это их теперь будет это время. Еще там какие-то у него есть, на что обращать внимание. Так, а что Луна делает? Какое влияние оказывает на Землю? Эти со стороны Земли можно посмотреть.
Луна просто для меня как холодный свет, как ничего. Ну, как-то она влияет на людей, на Землю в этот Вот период. я думаю об этом, и у меня идет такая метафора, как, знаешь, как деревенская бабушка накрывает вот пледиком и гладит там, в смысле, спи, 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 еще Мгм, тебе долго, спи. Вот так. В смысле, что к земле так мгм. обращаются. И Луна, это она так на землю, а на жителей. На жителей, мне кажется, тоже лучшее взаимодействие было бы летом в период активности, вот типа условно на Купалу когда-то. Мгм. А сейчас как будто не стоит так взаимодействовать с небесными телами. Сейчас То есть нет энергетически как бы меньше. контактов, меньше. Мгм. Знаешь, ты можешь ехать либо против течения, либо по течению, да? То есть, ну, и условно и против течения ты доедешь куда-то, но с какими усилиями, и либо просто на волне, ух, и все. Вот сейчас время, когда не на волне, сейчас против. Есть какие-то аналоги этого праздника? Что ты имеешь в виду? Вот для меня, ну как это скажем, я тут вижу э, разделяемое вот это условно, если как событие, вот это колесо, Мгм, событие мгм. колеса года, которое есть естественный Ну, цикл может Земли. быть, по-другому используется, то есть называется, но используется вот Да, эти. вот эти все традиции, Мгм. они в каждой культуре где-то Заложено, да? сильны, да. И То вот есть этот цикл, этот переходный момент, он празднуется. просочился Мгм, традиционно мгм. через и в современное время мы находим это везде. А, А вот этот Хэллоуин, это как это скажем, ну, это уже не, ну, как это скажем, не естественная, не позитивная надстройка. то есть это что-то такое, которое было Хайповая, наложено наложенная сверху Мгм. ради Да, скачивания. наложено кем? Ну, те, кто пролезает, тем и наложено. Ну, Мгм. снизу ради привлечения, условно, выходите все ночью без защиты на улицу, мы с вами очень классно Да, повзаимодействуем. да. Потому что эта же информация идет без сопровождения с этой, условно, «призови предков, а раздай Мгм, всем мгм, благодарности». мгм, Вот это же мгм. не пропагандируется, скажем. То есть просто Выходи на используется, улицу ночью, да, выходи, да, да. Одевай нечто, чтобы мы которая тебя тебе не поняли, поможет. что ты наш, да? Что ты готов, да? А чем отличается вот этот период для сельского жителя и для городского жителя? Есть какая-то тенденция в зависимости от этих мест проживания? Ну, когда ты сразу спросил, была Мгм. ассоциация просто, что сельский житель, он условно живет в более В гармоничном старом традиции, в старых этих. гармоничной связи с Мгм. природными циклами, и он как-то это внутренне ощущает даже без знаний, ну, в смысле, без пропаганды, без ничего, Мгм. то есть Без автоматически, рекламы, да, без без. рекламы. Мгм. У них это больше идет по ощущениям, вот тут вот завершился цикл, вот тут начался, и даже это с животными что-то на улицу не выводить теперь. Мгм. Все, они теперь будут стоять в стойлах и есть только сено припасенное, уже на выпас их не будут водить. Ну, чтобы По никто той не же причине привязался, тоже, да? да. Мгм.
Вот они, ну, я вижу, теперь эти коровки стоят тут. То есть, условно, это автоматически они сейчас это все делают, но все это складывалось традиционно из знания, если мы говорим про сельского жителя, и эти шумы не накладывались наверх, ну, условно, от маркетинга, от рекламы, поэтому они их просто соблюдают. Что-то Мгм. с молоком. Сейчас, что же с молоком? Почему мне молоко появилось? Его нужно как-то обеззараживать Нет, энергетически или нет. как? Да какая-то есть, не знаю, первый раз слышу про какую-то, тоже как традицию, откуп, что ли. Интересно. Смотри, ну, я скажу, что вижу. Вот она этих коров, ну, я вижу какую-то женщину, у которой большое хозяйство и много коров. Ну, их Мгм. там, не знаю, 3, 4 какие-то коровы у нее в этом в хлеву стоит. И она как жертву отдала блюдечко с молоком для жаб, чтобы они не присасывались к ее этим, к вымени коровы. Хотя жабы же, они должны пойти уже спать скоро. Мгм. Но все равно, типа, еще есть, и она вот сейчас один раз она это поставит. Вот сегодня завела, сегодня они больше Мгм. не будут выходить на улицу, я имею в виду на полгода, эти Мгм. коровки. И она поставила вот эту вот тарелку, чашку с молоком. Ха, интересно, как вот жертвенность такую. В смысле, не лезьте, откуп. Марина, Мед еще где-то. как этот период, этот праздник на тебя? Ага. Сейчас она медом вместо конфеты на ступени Мгм. медом намазала, вот с той же логикой. Мгм. Прикол. И все-таки, как этот праздник воздействует на тебя? Или воздействовал? Какие у тебя есть по этому поводу вспоминания, ощущения? Так, что-то я никаких действий прям не нахожу, но Мгм. мне нормально в этой мысли. В Мгм. смысле, что в этом празднике. То есть Да. ты не одеваешь Ну, никакие маски, никаких обрядовостей, да, не нахожу, но ленточки не надеваешь, дабы отвлечь духи темные. знаешь, есть такая мысль появилась, ну, что для темных, знаешь, это как для, вот для тех, кто живет на Земле, есть такое зиму, после зимы, такое, «Фу, ну все, зиму пережили, сейчас типа Да. все будет хорошо, сейчас будет светло, лето и все Мгм. такое. Мгм. А для темных была мысль наоборот, типа, ну Мгм. все, лето пережили, Да, все, да. светлое Сейчас время, будем гулять, да? сейчас будет хорошо. Забавная мысль. Марина, Мгм. а теперь спроси у меня, есть ли у меня нечто особенное, которое я должен... Моя сознательная часть должна знать, вспомнить, что связано с этим днем, с этим праздником, с этим Мгм. периодом. Да, меня какой-то тащит, какой-то камень есть. Белый, круглый, большой камень, такой, как страусиное яйцо. Мгм. И
И не знаю, сейчас узнаем. Спроси у меня. Я опять вижу какой-то песок, какой-то камень. Как не пойму, что это, как подношение, может, это и не камень, а все-таки яйцо большое. Как подношение кому-то, знаешь, как. Кому? А как там, как это у меня идет ассоциация со сказками, знаешь, принцессу дракону в жертву Мгм. приносят. И вот тут какое-то яйцо какому-то условному дракону в жертву приносит, чтобы не беспокоил. То есть конфет не было, меда не было, Самое ценное. молока не было. Вот Что здесь тебе пустыня, здесь один песок мгм, откупился с яйцом. страусиным яйцом. И А это, жабы не было, пришлось и дракону дать, да? это какой-то не дракон, это какая-то, просто для меня это как пещерка, но она такая Мгм. маленькая пещерка. А это какой-то, как условно, портальчик. Портальчик. Откупились яйцом. Мгм. Или закрыли портал яйцом. Нет, они там приняли и сказали, ладно, Ладно, как бы уговорил, скажем, да. Эта зима пройдет для ага, нас весело, да? ага, и они тогда, это какой-то другой, условно, период Земли или что, когда не было такого количества, ну, не было Нижнего мира, что ли, или что, а это было какое-то начало, им хватало, условно, одного яйца большого на, на весь этот период. А что в этом яйце? Жертвенность просто, типа, энергия, А там может быть, ведь а может быть, страусенок. а может быть игла? Нет. Хорошо, Марина. А что произойдет с человечеством, если истинная суть этого Хэллоуина будет массово осознана? То есть, когда подмена Давай тогда называть это не Хэллоуином. хорошо, ну, я Хэллоуина назвал как та надстройка, которая То есть, пы- условно, если все будут пытается... праздновать Хэллоуин, но никто не будет Нет, праздновать праздник? нет. Еще раз повторяю, Мгм. что произойдет с человечеством, если истинная суть вот этого праздника будет осознанна Мгм. и не будет восприниматься вот то настройка, которая Мгм. одевается под маской этого Хэллоуина. Ну так это гармоничное развитие, скажем, синхронность Мгм. с циклами временными, с Землей. Словно это всем хорошо, без колебаний и без, как это скажем, напряжения, когда что-то пытается в одну сторону идти, а что-то в другую. Все просто дружно и приятно, без усилий живут. Вот, без сопротивления. Мгм. Поэтому, пожалуйста, помним историю, да, помним источники и чтим и благодарим. А какое самое главное действие или изменение в мировоззрении мы должны предпринять после этого осознания? После осознания Да. непонятно. Ну, какое действие мы должны предпринять? Ну, никаких, живи дальше в согласии. Нет, какое изменение в мировоззрении мы должны предпринять после этого осознания? Но если ты осознал, у тебя уже мировоззрение поменялось, ничего менять не надо. Ты уже начал думать иначе, не понимаю вопрос.
Если у тебя поменялось, если ты понял, в чем суть праздника, ты его будешь и относиться к нему по-другому, и думать по-другому в моменте. И если все так дружно будут делать, то всем будет хорошо. Все. Хорошо, Марина. А теперь на три отключаешься от этой тематики. Один, два, три. Как ты Знаешь, себя чувствуешь? я нормально чувствую, там еще вдогонку какая-то информация летит, типа, Давай, вот я давай. вот про эту Подождем косу, немножко. да-да-да, про косу и хлеб говорила, там еще что-то есть. Ну вот помнишь про косу, вот эту косу, в смысле, Да. говорила, и хлеб там мне опять напомнили, там еще что-то есть, не пойму что. Давай на счете три. Возвращаемся в то самое место, в то самое время, где коса, хлеб и прочие вкушения. Один, два, три. Вот что-то с огнем. С порталом, который он открывает. Нет, больше, не с порталом, а больше, у него можно больше просить защиты, вот даже условно в печке этот огонь тот же самый, То есть и в огонь, свечке огонь как бы его является можно на добрым, защиту в это время. добрым призвать огонь в душе, потому что наступает более холодная пора. Можно даже если, вот я как это скажем, кто идет ночью, смотри ты, это с фонарем и Мгм. с огнем, это лучше, чем без огня, если ты вот, ну, условно, Без огонь, света и без сопроводи тепла. меня, защити меня, Да. то вот Помоги эти, мне увидеть свет. то вот эти тыквы с огнем, они могут быть наследием вот этой вот мысли, только может быть и просто свечка, то есть тут неважно, тыква Ну, или не а тыква. цвет тыквы золотистый, он тоже имеет какой-то сакральный Нет, для меня смысл? все так же тыква не имеет Мгм, мгм. никаких важностей. А ты, Марина, на счете три спроси у тыквы самой. Один, два, три. Она посмеялась и так вот, как это скажем, в сторону Хэллоуина, типа, кивнула. Плюнула семенами, да? Да, вполне вот так вот. Типа, что это оттуда же все. Вот знаешь, выставить тыквы, вот знаешь, большие тыквы там где-нибудь на верандах там выставляют, это Мгм. как признак, ну, условно, Э, плохого у меня к этому отношения нету, как, не знаю, богатый урожай, да, красивая, да, вот у меня да. вот это Это вот большие есть. запасы. Это, это с радостью, с достоинством. А вот уже Да, когда сделали из него вот этого Джека, то это да. уже идет сразу Потрошенного, да? отсылочка к Хэллоуину, и это уже ниточка не в ту сторону. Хорошо, Марина. Вот, короче, к огню была ремарочка. Да, хорошо. Как раз тот огонь, который нужен, который принесет и тепло, и свет. Что ночью свет физический, что днем свет духовный. Хорошо. Марина, на счете три отключаемся от всех информационных потоков, к которым мы были подключены. Один, два, три. Повышаем на счете три наши уровни энергии вибраций до максимального значения. Один, два, три. Сейчас я начну выводить тебя из этого состояния. Твое сознание и тело мягко вернутся в бодрое состояние, сохраняя ощущение комфорта и легкости.
Я буду считать от 5 до 1, и с каждым счетом ты будешь чувствовать, как твое сознание становится все более ясным, а тело легким и наполненным энергией. 5. Ты начинаешь постепенно возвращаться в здесь и сейчас. 4. Твое дыхание становится глубже, а мысли более четкими. 3. Ты чувствуешь легкость и бодрость во всем теле. 2. Ты почти полностью здесь, ощущаешь приятную свежесть в сознании. И 1. Полностью пробуждаешься, чувствуешь себя прекрасно, бодро и комфортно. Когда ты откроешь глаза, ты будешь чувствовать себя отдохнувшей, спокойной и наполненной сил. Мгм. Так, как ты себя чувствуешь? Отлично. Вот так тебе и надо. Дорогие исследователи бессознательного, мы достигли конца этого необыкновенного путешествия сквозь слои времени и скрытой памяти. От всего сердца благодарим вас за ваше присутствие и реакцию на удивительную информацию, открывшуюся сегодня. Каждый комментарий, лайк и репост помогает нам продвигать наши исследования. Искренняя благодарность Марина, чей талант и открыто сделали этот увлекательный опыт возможным. Если вас заинтриговало увиденное, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие сеансы. До следующей встречи оставайтесь любознательными и открытыми к тайнам, которые может раскрыть наш разум. Желаем вам мира и внутренних открытий. До свидания. Всего хорошего.